Всем привет! Вы на канале Вернит Вязание. И сегодня покажу вам, как связать игрушку котенка. Для этого нам понадобится основная пряжа. Я использую мохер. У меня идет фирма Comtex в 50 граммах 250 метров. Вы можете использовать такую же пряжу, и еще можно вязать из пуха норки. Она примерно такого же метража идет. Также нам понадобится пряжа для одежды. 3 вида нужно. Я использую Gazal Baby Wool, вот эти два оттенка. И вот это тоже пушистая пряжа, типа ангорки у меня. Не помню, какой фирмы, но можно вообще взять любую пряжу. Главное, чтобы метраж был примерно 50 грамм на 200 метров на 175 метров. И также нам понадобится наполнитель. Наполнитель может быть любой. У меня вот такой. Для носика я использовала мягкий пластилин и сделала его сама. Вы можете купить носик в магазине, бывает, продаются, то есть можно его вышить. Это как бы, если нет такого варианта, можно что-то другое придумать. И также нам понадобится бисер темный для глазок. И спицы 2 миллиметра. Либо можно, если есть у вас, даже потоньше, можно 1,5 миллиметра спицы. Но у меня самые тонкие вот 2 миллиметра идут. Приступим к вязанию. Первым этапом мы будем вывязывать тело игрушки. Для этого нам понадобится 4 спицы. Вязать будем на 3 спицах. Берем основную белую нитку и набираем на спицы 15 петель, распределяя по 5 петель на каждую спицу. Набираем 1, 2, 3, 4, 5. Берем следующий, подставляем, еще 5 набираем. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вот эти вытаскиваем и еще набираем 5. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь делаем узелок. Теперь соединяем и вяжем первый ряд по кругу лицевыми. И вообще все тельце игрушки будет вязаться лицевыми. Первую провязали лицевую, вторая, третья, четвертая, пятая. Переходим на вторую спицу. Также провязываем лицевыми. Желательно вязать так вот потуже, чтобы у нас тельце было плотное. Так, и на третью переходим, провязываем петли на третьей спице. 2, 3, 4, 5. Вот мы провязали первый ряд. Переходим на первую спицу, вяжем второй ряд. Во втором ряду будем делать прибавки через каждую петлю. То есть первую мы провязываем и делаем прибавку. Первую провязываем и прибавляем. Вот таким образом, накидывая такую вот петельку. Вторую тоже провязываем. Следующую накидываем. Провязываем и накидываем. Провязываем и накидываем петлю. Провязываем и последнюю накидываем тоже. На спице должно получиться 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И также проделаем на второй спице и на третьей.
И теперь в общей сложности у нас должно выйти 30 петель. Дальше мы вяжем 7 рядов, нам нужно связать просто лицевыми. То есть по кругу вяжите еще 7 рядов. Я провязала 7 рядов лицевой глади. И дальше у нас будет вывязывание кофточки. Основной цвет кофточки будет коричневый. Белую ниточку мы отрезаем и привязываем коричневую. Так, привязали нитку и коричневым цветом вяжем 2 ряда лицевой глади. Провязывать лицевыми. Вот так. Далее привязываем еще одну нитку. Будем вывязывать рисунок на кофточке. Привязываем вот к коричневой. Так, привязали оранжевую нитку и дальше будем вывязывать рисунок. Первые идут 2 коричневые у нас, лицевыми вяжем снова, 2 лицевые коричневые. Следующая будет оранжевая, 1. И так чередуем 2 коричневые, 1 оранжевая, 2 коричневые, 1, 2, 1 оранжевая петелька. И так до конца ряда провязываем. Итак, далее мы привязываем еще один цвет, красный. Можно привязать либо к оранжевому, либо к коричневому, неважно. И следующий ряд провязывать таким образом, где оранжевый мы будем провязывать красный, где 2 коричневые, оранжевый. То есть вот получается чередуем 1 красная, 2 оранжевые, красная, 2 оранжевые. Так, где оранжевое мы берем красный, провязываем. Дальше 2 оранжевые, где коричневые у нас были. И чередуем так. Красная, 2 оранжевые. 1, 2. То есть вот так должно получаться. И так до конца ряда. Далее красную нитку можно уже обрезать, она нам не нужна. То есть мы ей уже провязали рисунок. Ее нужно здесь закрепить, то есть связать с оранжевой. Следующий ряд будем вязать снова только коричневый и оранжевый, чередуя 2 коричневые, 1 оранжевая. Там, где оранжевый, мы провязываем коричневый, 2 петли. 1, 2. Где красный, мы провязываем оранжевый. 1. Снова 2 коричневые, 1 оранжевая. И так чередуем и провязываем до конца ряда. Вот такой орнамент у нас получается на кофточке. Дальше отрезаем оранжевую нитку, ее закрепляем и продолжаем вязать коричневой ниткой кофту. Нам нужно связать еще 5 рядов коричневого цвета. Итак, я провязала еще 5 рядов коричневым цветом. Далее мы отрезаем коричневую нитку, она нам больше не нужна. Привязываем к ней белую и продолжаем вывязывать белой ниткой 18 рядов. Это уже будет у нас голова. Так, я провязала 18 рядов белой ниткой, то есть голову мы провязали. И следующий ряд будем вязать также лицевыми, но будем делать убавки в этом ряду. Провязывать 2 лицевые просто лицевыми, первые 2. Потом следующие 2 вместе лицевой провязываем. Далее снова просто 2 лицевые. Следующие 2 вместе лицевые. Снова 2 лицевые. И так чередуем, провязывая до конца ряда. После мы отрезаем ниточку, но только нужно конечек только побольше оставить. И переснимаем оставшиеся петли на эту нитку. И спускаем вот так петлю.
так до конца все петли переснимаем. Итак, вот пересняли все петельки, их нужно затянуть посильнее и сделать узелок. То есть мы вот так все это утягиваем. Еще один. Вот у нас готово туловище, голова. Теперь голову нам нужно набить наполнителем через вот низ. Я набила голову вот достаточно плотно. Далее берем иголочку, вставляем любую белую нитку в нее. Завязать узелок на нитке. Снизу мы вставляем, где белая часть у нас. Закрепляем ниточку. Прям крепко, чтобы она не выскочила. И теперь нам нужно вот такими стежками по краю через петельки пройтись, чтобы потом нам стянуть голову. То есть вот мы через петельки стежками проходим по кругу. Дошли до начала. И теперь это все стянули. Вот так. То есть вот у нас должна такая круглая получиться голова. И здесь затянуть сильнее, прям сильно-сильно. И закрепить вот эту утяжку. Я вот узелком закрепляю. То есть вот такая у нас получилась голова. И следующий этап, это нужно набить нам теперь низ. Также мы набиваем через низ. После того, как набили туловище, и также проходим по краю и стягиваем край. Дошли до начала и утягиваем. И закрепляем эту утяжку узелком. Все, вот мы стянули. Вот у нас получилось туловище, голова. Дальше будем ввязывать с вами лапки. Теперь будем вязать передние лапки. Начнем мы коричневым цветом и закончим белым. То есть мы вывязываем, получается, как бы кофточку и потом лапку саму. На спицах будем вязать на двух. Сначала нужно набрать на одну 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вытаскиваем спицу. И на другую набираем 5. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем здесь узелок. Вытаскиваем спицу и вяжем лицевыми. Нам нужно связать 7 рядов. Вот просто провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Провязали на одной, перешли на другую. И здесь провязываем 5. 1, 2, 3, 4, 5. То есть вот так вот, провязывая ряды, нам нужно связать 7 рядов. Один мы провязали, еще 6 провязать. Так, провязали мы 7 рядов коричневой ниткой. Дальше коричневую мы обрезаем и привязываем белую нитку. И вяжем следующую часть белыми. Нужно провязать нам 3 ряда белой ниткой. Также лицевыми.
по кругу. Вот так. Итак, я провязала еще 3 ряда белого цвета. Теперь нам нужно будет ниточку отрезать, переснять на нее петли и затянуть. Ну, подлиннее лучше отрезать. Переснимаем. Все, пересняли все петли и затянули потуже и завязываем узелок. Все, вот одна лапка у нас готова. Вторая вяжется точно так же. И нижние лапки тоже вяжутся таким же образом. Только вязать нужно просто одним белым цветом. Провязать 10 рядов и в конце утянуть. Вот эту ниточку крючком потом нужно спрятать вовнутрь. После того, как вы вывязали лапки, их нужно пришить к туловищу. Верхние одну лапку я пришиваю там, где вот у нас переход не очень красивый. Я сюда вот прям как раз таки ее пришиваю и незаметно. То есть у нас получается красивая спинка и перед. Беру нитку такого же цвета и пришиваю к туловищу. И, соответственно, с другой стороны вторую лапку. И также нам нужно пришить нижние лапки. Беру нитку белого цвета. Итак, я пришила верхние и нижние лапки. Теперь нам нужно вывязать с вами ушки. Я уже нитку вот привязала. Нужно сюда привязать нитку. И сейчас вот по этому краю набрать петли. 6 петель. Между петельками вставляем и вывязываем. Можно использовать крючок, чтобы поднять петли. Вот я набрала 6 петель. Теперь мы поворачиваем вязание. Это получается спинка у нас. И со стороны спинки будем вязать лицевыми. Первую снимаем и провязываем ряд лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваем вязание. Здесь провязываем ряд изнаночных. Первый снимаем и изнаночный вяжем. Снова поворачиваем, вяжем лицевые. Последняя изнаночная. То есть так вот у нас вывязывается ушко. Теперь будем делать сокращение. Первый снимаем и провязываем 2 вместе изнаночной. Провязали. И вторую, и последующие 2 вместе изнаночной провязываем. То есть 2 сокращения сделали. И последняя изнаночная. Поворачиваем вязание. И в этом ряду тоже будем делать сокращение. Первый снимаем и провязываем 2 вместе лицевой. И последний провязываем изнаночной. Все, теперь нам нужно ниточку отрезать. Так, я отрезала ниточку. И последние вот эти 3 петли нам нужно провязать вместе, 3 вместе лицевой за заднюю стенку. Убираем спицу. Вот мы ее провязали. И провязываем еще вот такую вот петельку. Вывязываем. И затягиваем. Все. Распрямляем. Вот у нас готово ушко. Вот эту ниточку нужно спрятать. Я обычно вот так делаю. То есть по контуру мы ее прячем. Вот. И потом крючком убрать вот эти 2 нитки вовнутрь.
Вот такое ушко у нас получилось. И с этой стороны вяжем точно так же, только мы ниточку привязываем вот сюда и набираем петли в эту сторону, то есть вот так вот. Дальше будем вязать шарфик или ворот, в круг вяжем уже оранжевыми нитками. Нам нужно набрать 32 петли и распределить по 3 спицам следующим образом: на одной 12 и на двух по 10. Итак, набираем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Набрали. На следующий набираем 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вытаскиваем отсюда спицы. И еще 10 набираем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И одну для замыкания у нас в круг вязания, чтобы замкнуть. Так, здесь завязываем узелок. Вытаскиваем спицу. Замыкаем вязание в круг, переснимаем одну петлю с левой спицы и протягиваем ее через петлю правой спицы. И возвращаем обратно. Так вот замкнули мы вязание. И вяжем теперь резинкой 2 на 2 10 рядов. То есть 2 лицевые. 1, 2, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Если хотите, можете вязать и резинкой 1 на 1. Связать нужно 10 рядов. После того, когда мы провязали 10 рядов, теперь нам нужно петли закрыть. Следующим образом. Провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Возвращаем петлю на левую спицу и с другой петлей провязываем 2 вместе лицевой. Снова возвращаем и провязываем. Возвращаем, 2 вместе провязываем. И так повторяем до конца ряда, закрывая петли. Вот такой вот воротничок получился или шарфик. Ниточку я одну уже спрятала вовнутрь, вторую тоже, вот первую нужно спрятать при помощи крючка в изнаночной стороне. Я довязала второе ушко, вот 2 ушка у нас теперь имеется. Дальше мы будем вязать шапку. Вязать будем из коричневой пряжи, так же как и шарфик, резинкой 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные. И набираем столько же петель, как и на шарфик, то есть 32 петли, и распределить по 10 на 2 спицах и 12 на 3 спице. Итак, набираем 32 петли. Итак, я набрала петли, добавила еще к последней 11 петлю и замкнула вязание в круг. И получилось у нас здесь по 10 и на это 12. Теперь вяжем резинку 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так по кругу до конца ряда провязываем. И таких рядов нужно провязать 5. Итак, я провязала 5 рядов резинки. И в следующем 6-м ряду будем делать отверстие для ушек. Первые 10 петель мы провязываем по рисунку, то есть резинкой. То есть 2 лицевые,
2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Так, провязали, переходим на другую вот спицу. И теперь нам нужно закрыть 3 петли, не используя вот нитку рабочую. Сейчас покажу как. Первую петлю мы снимаем, берем вторую петлю и протягиваем ее через первую. Берем следующую петлю и также ее протягиваем через другую. И еще одну берем и протягиваем. Вот мы закрыли 3 петли. Теперь рабочей ниткой нужно набрать на спицу вот этих недостающие 3 петли. Раз, накинули. Вторую петлю накидываем. И третью петлю накидываем. Все. И дальше продолжаем вязать по рисунку. У нас резинка, то есть идет лицевая, провязываем лицевой. Дальше 2 изнаночные провяжем и 2 лицевые. И еще 3 для второго ушка закроем. Опять также первую петлю снимаем, вторую протягиваем через вот эту петлю. Следующий снимаем, протягиваем. И последнюю снимаем, третью, и протягиваем. Все, протянули. И доберем еще 3 петли. Раз, 2, 3. И дальше вяжем уже до конца ряда. Лицевая вот идет, переходим на другую спицу. И тут уже вяжем резинку по рисунку. То есть 2 изнаночные, 2 лицевые, так до конца ряда. Следующий ряд продолжаем вязать опять резинкой. И там, где мы набирали вот петли, да, их нужно провязать, соответственно, вот как внизу. Первые 2 у нас идут изнаночные, значит, вот эти нужно 2 изнаночные провязать и 1 лицевая. И также, где второе ушко. И нам нужно еще связать резинкой 2 на 2 6 рядов. Я провязала еще 6 рядов резинки. В следующем ряду мы будем делать убавки. В изнаночных петлях 2 вместе изнаночной провязываем, лицевые просто лицевыми. Где 2 изнаночные провязываем 2 вместе изнаночной. Далее просто лицевые. Раз, 2. Снова где изнаночные, 2 вместе изнаночной. И 2 лицевые. И так до конца ряда провязываем. Далее нужно будет отрезать ниточку, не сильно короткую, и переснять петли уже на нитку и затянуть нашу шапку. Вот я пересняла все петли на нитку и делаем узелок и затягиваем. Вот у нас вышла такая шапочка с отверстием под ушки. Примеряем шапочку, чтобы ушки все у нас пролазили. И теперь нам нужно сделать помпон для шапки. Делаем помпон для шапки. Я буду делать его из оранжевой нитки. Самым обычным простым способом я наматываю вот на 2 пальчика. Вот, если хотите пышнее, побольше тогда наматывайте. Вот, я думаю, достаточно. Вот, потом я беру крючок, отрезаем нитку. При помощи крючка я захватываю вот эту ниточку. И вот так его протягиваю. И можно уже вот снять
и утянуть. Серединку утягиваем потуже. Завязываем узлом. Все, вот мы ее затянули. И теперь нам нужно разрезать вот эти ниточки. Вот. И теперь смотрим, где у нас длиннее, просто их подрезаем. Просто по кругу вот так я подрезаю. Вот такой помпончик у нас уже готов. Его нужно пришить вот сюда к шапке. Вот, можно поменьше даже чуть-чуть еще его сделать. Вот я пришила помпон к шапке, шапочку вот уже примерила. Желательно ее закрепить, ну, несколькими стежками, либо с боков, и вот здесь вот посерединке тоже можно пришить. Дальше нам нужно пришить прям к краю шапки 2 рядышком глазика. Я буду пришивать его бисером, глазки бисером пришивать, вот мелкий бисер. Сюда один и второй сюда. Я пришила 2 глазика, и вот у меня осталась нитка, я ее вывожу вот сюда в серединку. И нам нужно сделать вот такой большой один вот сюда вот стежок. Вот так вот. Я вставляю вот в середину и вытаскиваю вот так вот. Вот. Нужно его сделать посередине, немножко подзатянуть и еще раз сделать так. Вот. И ниточку вывести там вот сюда вот. И отрезать. Я приклеила носик нашему котику. Если у вас нет такого носика, можно просто взять и вышить розовыми нитками треугольничек, как носик. Тоже будет хорошо смотреться. Также надела вот шарфик ему. И вот такой милый котик у нас получился.